Представители знака зодиака Стрелец, Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад на неделю с 4 по 10 декабря. Уже середина декабря подбирается. Давайте узнаем, что нам скажут карты. У нас сегодня колода 78 дверей. И принципиальное значение – это больше метафорические карты, и они событийный ряд показывают. Так вот, принципиальное значение двери имеют. Открыты или закрыты. Куда нас приглашают. Ну, а куда, может быть, мы сами не пойдем, почему нет. Или какие ключи приходится подбирать. Вот давайте мы такие вопросы зададим картам. И что важно знать, или что для вас будет важным. В приоритете будет первая карта. Я благодарна вашим откликам, комментариям, мои дорогие стрельцы, я вас люблю. Столько добрых слов мне написали. Это мое вдохновение, правда. Я стараюсь по возможности отвечать, но у меня не всегда это получается. Прошу меня понять и извинить, если, где-то кому-то не откликнулось. Итак, вообще эта неделя, так вот к слову, планетарно, с 4 декабря у нас Венера переходит в Скорпиона. Знак Скорпиона – это у нас, где-то тайны. И первое, наверное, идеальное время, чтобы провести какие-то важные разговоры. Как будто не сами мы там додумываем, предполагаем, а лучше обсудить. Вынести на поверхность какой-то вопрос, может быть, пронаблюдать за собеседником, глядя ему в глаза. В целом, вот эти разговоры по части личной жизни, в первую очередь, они будут благоприятны, потому что, знаете, больше честности, больше открытости, взаимопонимания. Ведь правда, мы не переделываем под себя людей. Мы все равно все разные, даже наши близкие. Это каждая личность в отдельности, и наши дети, включая детей даже. Но вот найти общие точки соприкосновения или правильно выразить свою мысль будет важно. Но больше, конечно, это личная жизнь. И у кого-то проиграется. Венера в Скорпионе. Новая алхимия любви. Страстный период. Почему нет? И такое может быть. Вообще, до конца года личной жизни нужно уделить внимание. Конечно, Венера у кого-то проиграется, как, знаете, удачный период для себя. Может быть, прежде вы что-либо предприняли, сделали, но дела, связанные отчасти с финансами, становились на паузу. А здесь словно лед тронулся, и вы можете с головой уйти в решение каких-то финансовых вопросов, личных амбиций, построения карьеры. Это тоже для кого-то может проиграться более активно, чем личная жизнь. Мы все-таки разные. Итак, что будет в приоритете, что важно знать для вас на эту неделю с 4 по 10. Чего не избежать или с какими неожиданностями вы, стрельцы, можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать, а что будет радовать, что будет помогать. Что скрыто, давайте такую карту достанем и посмотрим по основным сферам деятельности, энергетику, дела, работа, бизнес. Хочу перемешать. Как видят карты денежную энергетику, финансы? И что в личной жизни нам подскажут? Итак, что же важно, что в приоритете? Вот интересно, вы не первый знак на этой неделе, кому выпадает эта карта. Может быть, действительно энергетика этой недели такова, как Венера в Скорпионе. Что-то нужно прояснить, ведь всегда есть дуальность по двойкам, по всем двойкам. Или взаимодействие. Здесь конкретно мы пытаемся на двух стульях где-то усидеть. Общее значение, прежде чем принять важное решение или сделать важный выбор. Вывод такой тоже может быть. Развилка какая-то судьбоносная. У каждого своя сфера проиграется. Хотя по жезлам дела, работа, бизнес, конечно. И посмотрите, у нас, если мы говорим, открыты двери или закрыты, для вас самое главное, нет закрытых дверей. Вы как маги-волшебники. Если даже дверь закрыта, наверное, ваш интеллект вкупе с вашей интуицией вам будут давать правильные подсказки. Это первое. И второй момент. Девушка у нас как будто телепортируется, да, хоть и дверь закрыта. И она заглядывает, узнает что-то. Может быть и такой момент, когда тайное станет явным. Это как какая-то информация, которую вы получите, или новость. И в зависимости от этого вы будете думать, что с этим делать. Но как будто вердиктов не выносим. Еще как будто на этой неделе, мои дорогие стрельцы, и вашим, и нашим. Быть манипулятором. Может быть, какие-то выводы вы и делаете необходимые. Мы сейчас откроем другие карты.
но неторопливый. Что-то нужно знать наверняка, прежде чем вердикт этот вынести. Я бы сказала так, не торопиться в целом. И взаимодействие, безусловно, все в вашей власти. Неожиданности, ух ты, признание в любви, какие-то счастливые события в вашей семье, в вашей паре. Может быть, предложение руки и сердца, туз кубков. Это счастье, радость. У нас здесь рождение ребенка. Буквально это как двери, врата, ключ, да, рождение чего-то нового, нового союза, новых граней чувственности, новых отношений. Может быть, отношения в вашей паре, которые уже сложились и годами. Здесь можно тоже перевести на новый уровень, с новым каким-то вдохновением, с новым интересом к партнеру. А для кого-то из вас может быть свидетельство о том, что вы будете мамой, например, для девочек, да, или, ну, какая-то радостная составляющая в неожиданностях, не просто приятности. По сути, это карта счастья. Поэтому будьте внимательны. Чего-то надо не упустить, мои дорогие стрельцы. Это точно продуктивная неделя. Если неожиданности я больше рассматриваю, ну, где-то с предполагаемым минусом или то, чего мы не ждем. А здесь вам карта счастья на неожиданности. Сама судьба перед вами открывает врата. И, наверное, на этой неделе будет это очень важно, как вот глубокие разговоры, если правда такие необходимы, как будто ситуация, время назрело, да, что-то вот нужно нам обсудить, то это будет важно дважды, поскольку следующая неделя у нас будет новолуние в Стрельце в вашем знаке, новая луна. И это прекрасный период. Ваша солнечная, яркая, теплая, горячая где-то энергия будет нас всех вдохновлять и абсолютно всем знакам зодиака, вам в особенности, добавлять оптимизма. Это то время по новолунию, оно будет 12 декабря, но вот эта энергетика будет осуществляться или чувствоваться на протяжении следующей недели. И это, знаете, избавиться окончательно от пессимизма и вымести какой-то мусор или то, что уже, в принципе, кануло в лето, в прошлое, не имеет значения, для того, чтобы в новом году каким-то новым свершением, подвигом или к осуществлению своих намерений, своей мечты приступить прям сразу. Вот будем говорить так. Прекрасное время, правда, и эта неделя для вас. Ну и следующая, как будто планетарно тоже. Чему сейчас не время? Да нет ничего того, чему бы не было времени. У вас сильная очень позиция, девятка пентаклей. Единственное, если мы говорим про двери, вы сами будете решать, кому открыть двери вашего дома, может быть. Или вам захочется сменить окружение. Вот это может проиграться. Может быть, не так жестко менять окружение, если есть в ваших планах, присутствует такой элемент. Но вообще это карта самодостаточности. Есть еще такой пункт. Любая девятка – это как пороговое значение перемен. Что-то будет еще меняться. И вот это что-то мы не можем еще просчитать, предугадать. Поэтому карта говорит: сохраняй все то, что ты сейчас имеешь. Твой статус, твое доброе имя. Недвижимость, может быть, у кого-то смена места жительства. Ну, значит, пока не торопитесь. Может быть, будет что-то лучшее. Может быть, то, что вы хотели, но по меньшей цене. Или как-то планы скорректируете вы в связи с какими-то новыми предложениями, обстоятельствами, событиями, ну, с чем-то вот таким радостным, которое входит в вашу жизнь. Вообще замечательное время. Ну и говорят, деньги будут. Единственный момент, если мы говорим, чему сейчас не время, когда выпадает девятка пентаклей. Нам говорят о самодостаточности, о финансовом положении достаточно прочном. Но есть такой момент. Деньги не тратим, не торопимся. Вот достать из кармана и сказать: на, возьми. Видимо, может быть, вот эта самая двойственность или двоякая какая-то обстановка не говорит, если особенно у вас траты какие-то серьезные, глобальные, буквально недвижимости касаются, или движимого имущества, к примеру, машины, да, но тоже это увесистая сумма. Вот с этим скорее не торопитесь. Но так ничто не может помешать. Что будет радовать или помогать, когда вы не торопитесь, когда вы больше наблюдаете? Будет помогать, когда вы в то же время не вот тут вот наблюдение как раз у нас показано,
когда вы будете открыты миру, когда вы себя, словно, если у кого-то это проигрывается, как я чувствую себя как в изоляции, или огороженный, или все, не могу решиться выйти буквально, или взять инициативу в свои руки, может быть, по части личной жизни. Вот нам будет помогать, когда мы выйдем из этой золотой клетки, мои дорогие стрельцы. Я так думаю, что вы люди позитивные, вы вообще молодцы, это правда. Стрелец– это оптимист. Но бывают разные моменты в жизни, когда утрачиваем мы и оптимизм, и, по-разному, разные ситуации. Поэтому себе не рисуйте какого-то мрака, если, правда, для кого-то это проигрывается с какой-то прежней ситуацией, которую мы не можем отпустить. Может быть, это само по себе прошлое, которое вам через неделю как будто предстоит, если оно уже все, что могло, свершилось, перевести в опыт. Это не говорит о том, что мы это забудем, но это говорит о том, что у нас это не должно вызывать каких-то эмоций, как будто, прежние какие-то раны, может быть, мы не должны теребить по новой, или то, что безвозвратно как будто пытается от нас оттолкнуться и уйти, мы тоже нет смысла заново реанимировать, переделывать. Тут надо выйти, повторюсь, из этой золотой клетки, как будто позиция-то у вас прочная, почему и клетка, наверное, золотая. И нам карта говорит, девятка мечей, что сомнения, как и страхи, искажают реальность. Вот если мы это понимаем, принимаем открытый миру новые возможности, как будто вас ждут уже, мои дорогие стрельцы. Что скрыто? Вы можете действительно сомневаться, а у вас карта сила. Энергетика, как у мага. И посмотрите, двери закрыты. И прекрасная дева взаимодействует со львом. И в данном случае ключ– это страж дверей, лев. Он не чувствует агрессии со стороны девушки, и поэтому благодаря вот таким отчасти манипуляционным техникам, потому что карта силы– это как карта мага. Это когда мы умеем со всеми договориться. Может быть, люди сейчас часто бывают достаточно мрачными или где-то погружены в свои мысли. А вы, мои дорогие стрельцы, вы люди-оптимисты. И знаете, если даже в кабинет или вот ваше пространство появляется человек с улыбкой на лице, который больше несет лояльность, это как раз про вас, то и люди в ваш адрес настроены совершенно иначе. У вас огромный потенциал, мои дорогие, практически осуществить все ваше желание. Вам главное не сомневаться в себе. И вот все то, чем вас одарила природа, использовать на благо себе, опять же. Правда, вы можете не видеть весь свой потенциал, и вам это где-то может мешать. Это не есть, что что-то скрыто. Это вы сами, это старший аркан. И карта-то говорит о чем? Старший аркан– это всегда на нас будут воздействовать обстоятельства, ситуация. Значит, даже если была прежде какая-то патовая ситуация, это как экзамен жизни, который мы должны были пройти. И настало время выйти на авансцену, мои дорогие. Да, тут у вас что-то не просто хорошо, а что-то, как вселенная. Зеленый свет вам показывает и говорит: пора, стрелец. Вот как-то так. Дела, работа, бизнес. Десятка пентаклей. Конечно, это в целом карта благополучия. И у кого-то на самом деле проиграются как вопросы с недвижимостью или вопросы по благополучию вашей семьи. Или что-то вы будете улучшать, делать, может быть, жилье комфортным, решать вопросы по финансам, может быть, связанными с документами. Сама по себе карта десятка пентаклей, благополучие и баланс по всем сферам означает, когда у вас что-то получается. Итоговая карта, поэтому какие-то итоги вы можете подвести, или если прежде ждали денег, вы их получите, если что-то у вас задерживалось. Но вот траты, посмотрите, казалось бы, в таких прекрасных картах все же нам говорят с финансами быть аккуратнее. Может быть, какое-то воодушевление будет потратиться и будет даже как хотеться. А нам говорят, как будто следует посчитать, может быть, какой-то альтернативный вариант себе оставить, или если вы хотите что-то осуществить, такое глобально важное, собрать информацию, вот как эта девушка телепортируется через двери, как будто ей надо учесть все нюансы и даже узнать то, что от нее, как ей кажется, скрывают. Вы можете собирать, работать с информацией.
И для вас это будет со знаком плюс, потому что, значит, какие-то нужные новости, сведения, или как обустроить то или иное дело, решить тот или иной вопрос, тоже через такое взаимодействие к вам приходит. И у вас эти карты силы. По сути дела, девушка как маг телепортируется через дверь. И здесь-то тоже девушка, опять же, воздействуя мягкими энергиями на стража дверей льва, у нее получается открыть двери. Любой вопрос вы можете решить. Но больше о сохранении ваших позиций. Или что-то доброе, хорошее в вашей личной жизни происходит, может быть, решается окончательно какой-то очень серьезный вопрос на дела, работу, бизнес. Ну, отчасти и финансы будут, нам об этом карты сказали. Тем не менее, денежная энергия. Ну, точно деньги не тратим. Не знаю, мои дорогие стрельцы, казалось бы, да, преддверие праздников, и, может быть, есть желание даже потратиться. Я люблю сама делать подарки, делаю это с удовольствием. Но нет, карта отшельника. Отшельник не про деньги, про какую-то идею. Может быть, у вас есть план, который вы хотите осуществить. Это как намерение, цель. Вот должно быть так, как я хочу, и у вас получится. Здесь больше духовность, безусловно, на первом плане. Или как намерение какое-то, мечта, мои дорогие, которую вы должны осуществить. Может быть, вот эти деньги где-то придержать, чтобы какой-то более важный проект у вас точно получился, чтобы не столкнуться с такой ситуацией, что в последующем мне как будто какой-то суммы не хватило. Не поддаваться соблазнам, нам говорят буквально, мои дорогие. Правда, отчасти это может проигрываться тот отшельник, который наблюдает у нас, сидит, да, и вроде бы стабильно в материальном плане, но, правда, траты денег нет, тут надо оставаться на своей волне. И даже если нас кто-то склоняет в этой карте, нам как раз об этом и говорят. Ну, найти нужно какие-то аргументы, чтобы объяснить, почему эти траты будут, ну, наверное, не в эту неделю. Может быть, в следующую. Может быть, с новолунием придут какие-то новые известия. Или откроются новые обстоятельства, новые возможности. Вот там и будете решать. Личная жизнь. У каждого по-своему. Еще один старший аркан. Посмотрите, у вас 3 старших аркана. Серьезных. Колесо фортуны. Это вообще возможности, карта. И у каждого по-своему проиграется эта ситуация. С учетом того, что выпадает у нас туз кубков и 2 прекрасные карты, которые где-то, как и о семье, так и о тепле домашнего очага, о надежности. Люди должны быть надежные в окружении вашем, мои дорогие. Но есть и какая-то тема, которую нужно решить. По колесу фортуны нам показаны 4, которые собрались за спиритическим столом. И какие двери? А вот двери как раз словно стол, да? Их как таковых-то ведь нет, этих дверей. Хотя, если вы присмотритесь, вот этот ковер, он выполнен как будто намек двери. И в данном случае ключ, что является ключом? Каждый из этих участников пришел на этот сеанс, потому что не знает какое-то решение, не может его принять. И он надеется, что во время этого сеанса кто-то из соседей по столу произнесет нужную фразу или как-то проговорит своего рода ключ, который можно дополнить или переложить на какую-то свою обстановку, ситуацию, событие, решение или что у вас сейчас наиболее активно на повестке дня. Это когда мы ищем информацию, когда мы должны, старший аркан, как будто, правда, неожиданности могут быть, может быть и по части личной жизни, и тогда от чего что-то мы не должны пропустить. У вас на неделе может быть настолько, ну, как-то быстро развернуться события по карте колесо фортуны, что мы не можем что-то отложить на потом. У кого-то это, правда, как пополнение в семье может быть, у кого-то приятные счастливые новости или предложения. Мои дорогие стрельцы, что-то вам надо не упустить, это точно. И если поначалу, вот как по двойке жезлов, нас, может быть, какая-то информация даже отчасти шокирует, или она, ну, непривычно, необычно, как возможность приходит каким-то странным путем, от чего-то не отказаться. А возможности у вас, вот почему нам, что скрыто, как у мага-волшебника. Где-то не без манипуляций, почему нет, но сильную позицию вам как будто нужно многократно усилить еще.
И пространство вам помогает. У каждого своя ситуация. По личной жизни, повторюсь, если вы в паре или у вас есть какая-то дружба, отношения могут выйти на новый уровень. Для тех, кто один или одна, мои дорогие стрельцы, ваш солнечный знак, вы не должны быть один или одна. Вы созданы для пары, для того, чтобы быть счастливым. Поэтому, видимо, может быть, будут и новые знакомства, или могут быть встречи с людьми, которых вы знали, но прежде, может быть, отношения не продолжились, или еще какие-то были обстоятельства. Но то, что все в вашей власти, и вот этой клетки даже золотой не должно быть, значит, продумайте стратегию и тактику, как не быть одному или одной. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, я вас люблю, и будьте счастливы и любимы всегда.